Двигаясь по трассе в вечернее время суток со скоростью чуть больше 80 км в час, водитель Альфа-Ромео в ближнем свете фар не успел заметить грузовой Мерседес, который разворачивался по встречной полосе. Удар пришелся в середину Мерседеса, и он был такой силы, что будку, которая стояла на раме, просто снесло с автомобиля, и она придавила Альфа-Ромео. Водитель, не получив ни единой царапины и, мягко говоря, охренев от жесткости и продуманной безопасности кузова, решил восстанавливать свое авто. Но дело в том, что водитель Мерседеса сидел за рулем чужого автомобиля, и у него не было страховки. Поэтому владельцу Альфа-Ромео пришлось восстанавливать автомобиль за свои деньги. Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте 159-я Альфа-Ромео конца нулевых. Клиент сам разобрал частично машину, снял с нее поврежденные элементы, поменял правые двери и в таком виде машину привез к нам на ремонт. Этот автомобиль приехал к нам в ремонт из Питера. И по удаленности от Обнинска это рекорд на данный момент. Он составляет почти 900 километров. До этого рекорд принадлежал клиенту с Рязани. Это 300 километров. Нам очень приятно, что нашу работу, наш канал смотрят не только в нашем регионе. Работа предстоит обширная, будет очень много стапеля. Весь ремонт мы покажем максимально подробно, но в сжатом виде. Это для тех, кто первый раз на нашем канале. И в конце, как обычно, увидите полностью восстановленный автомобиль. Поэтому не переключайтесь. Поставили на стапель, чуть-чуть разобрали, сняли колесо, увидели вот такие повреждения в арке в колесной. Но к этому узлу мы вернемся чуть позже. Сейчас потянем направляющие крыла вперед, чтобы поставить чашку на место. Сейчас она выкручена. А также, чтобы нам можно было достать жгут электрический, который зажат в складках. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Устанавливаем зажим и вытягиваем направляющие крыла в сторону предполагаемого удара. Освободив жгут и подключив к этому делу еще и гидравлику, вытаскиваем вверх и вперед переднюю левую стойку кузова, для того, чтобы дверь водительская встала правильно в своем проеме. Вперед вытаскиваем не только верх стойки, но и низ. Не всегда уставший металл дает нам возможность сделать хорошую натяжку. Остальное достукиваем молотком. Как только дверь приблизительно правильно встала в своем проеме, берем болгарку, зубило и отделяем все мятое и нам ненужное.
Некоторые элементы кузова достаточно ржавые. Мы их максимально зачистим, обработаем грунтами, если в последующем они не будут меняться. Добравшись до внутренних элементов стойки, убираем складки. Далее для демонтажа используем фрезу. Ею удаляется заводская точечная сварка. Чем дальше попадаем вовнутрь, тем больше обнаруживаем складок. Все их нужно выпрямить. Устанавливаем зажим, натягиваем, прорихтовываем. Такой у нас есть донор. Переходим к нему. Рассверлим его, возьмем то, что нам нужно. Рассверливать донора легче, чем кузов, потому что он не мятый и не ржавый. Единственный минус в том, что донор от праворульной машины, и вот эта железочка, которая находится под жабо, имеет совершенно другую форму. На праворульной трапеция дворников находится справа, на левом руле слева. Поэтому в последующем при установке нам придется ее подрезать, что-то там подгибать, химичить, чтобы трапеция встала на свое место. Для тех, кто первый раз на нашем канале и не знает, как это происходит и откуда, например, берутся запчасти, объясняю. В идеале, конечно, это покупка новых запчастей, но новых не кривеньких и дешевых китайских, а оригинальных. Но у оригинальных запчастей очень высокая цена. Это можно себе позволить, если покупается одна или две детальки. Но в нашем случае покупка всех запчастей оригинальных на автомобиль делает ремонт его нерентабельным. Тогда на выручку приходит донор. За границей разрезается авто и увозится к нам так называемыми распилами. Это очень удобно, потому что каждый вырезанный узел – это собранный кусок машины на заводе. Этот узел можно прям так вварить в восстанавливаемый автомобиль или разобрать его на составляющие, как это будет происходить в нашем случае. Делаем мы так потому, как донор нам достался праворульный, а машина с левым рулем. Поэтому и есть некоторая разница в кузовах. Полученные от донора детали устанавливаем на кузов и фиксируем струбцинами и на саморезы.
Вешаем дверь почти хорошо. Переходим к правой направляющей крыла. Устанавливаем зажим и даем натяжку вперед. Почему-то на эту деталь клиент не привез донора. Будем тянуть и рихтовать. Посмотрите, как при натяжке выпрямляется складка, которая находится над колесом. Переставляя зажим, мы перераспределяем нагрузку, так как складок много и распрямить их, тянув лишь только за одну точку, невозможно. Старенький металл рвется и не дает возможности сделать хорошую нагрузку на башне, поэтому приходится привариваться. Возвращаемся к водительской двери. Снимаем дверь, откручиваем донорские элементы. И так как между дверьми зазор был маловат, верх стойки дотягиваем вперед. Снова все собираем, накидываем дверь, крыло. Выставили дверь, она теперь стоит с ровными зазорами. Также поставили крыло. Все стоит на своих посадочных местах, ничего не протачивали. Дверь легко открывается, закрывается, как на Альфа Ромео. Донорские детали прикручены на саморезы. Все вроде бы хорошо, но плохой зазор между стойкой лобового стекла и дверью. Это говорит о том, что стойка кузова, к которой прикручена дверь, стоит не под правильным углом. Поймать этот угол мы можем только в одном случае. Это срезав полотно и усилитель крыши и накинув на кузов нужные детали вот от того донора. Подготовим кузов к установке донора. Отступив от шва, вырезаем полотно. Отделив от герметика, снимаем полотно с кузова. Заднюю оставшуюся часть полотна отсверливаем, а по краям полотно к кузову приварено лазером. Зубилом убираем оставшийся металл.
Отсверливаем мятые два передних усилителя и болгаркой зачищаем оставшиеся сварочные швы. Закончили с кузовом, пока переходим к донору. Такой донор крыши у нас отрезан с запасом. Будем бороться с лазерной сваркой. Фрезой отсверливаем по точкам и болгаркой режем прямо по лазерному шву. Такое у нас получилось полотно с двумя передними усилителями, а также три детальки боковые к этому полотну. Значит, теперь на кузове мы опять разберем все, что мы собрали, и, собирая на саморезы и подгоняя между собой детали двух доноров, будем собирать кузов. Собирая элементы, стараемся делать так, чтобы сварочный шов верхнего элемента находился максимально далеко от сварочного шва, который ниже. Собрав стойку, навешиваем дверь, вкладываем лобовое стекло в проем. Собираем дальше. Так выглядит кузов, собранный на саморезы. Кое-где еще зажимы стоят. Ровные зазоры по лобовому стеклу. Хорошие зазоры по водительской двери. Крыша лежит в своем проеме. Задняя часть крыши вообще не зафиксирована, но она лежит ровно. Есть небольшие проблемы по правой части. Дверь стоит хорошо. А вот по лобовому стеклу есть проблема с зазором. В верхней части стойки лобового стекла маловат зазор. Но перед ввариванием усилителя крыши мы стойку выдавим вверх и наружу. Это улучшит зазоры и правильно будет стоять стойка по отношению к кузову. Будем все разбирать и обваривать. Каждую деталь, начиная с внутренних, устанавливаем на свое место, обвариваем, зачищаем сварочные швы, прогрунтовываем в 2 грунта и устанавливаем следующую. И так до тех пор, пока весь узел не будет собран.
Закончив со сваркой, накидываем лобовое стекло, устанавливаем капот, крылья, телевизор. Вставляем и регулируем фары, накидываем бампер. Все зазоры по кузову получились ровными, и мы переходим к ремонту левого заката крыла перед полным окрасом кузова. Эти фотографии сделал клиент на следующий день после аварии. А так выглядит автомобиль после ремонта, который занял более 2 месяцев. И только теперь, после полного окраса и сборки, можно оценить красоту 159-й Альфа-Ромео. Красиво подобранный цвет, агрессивная форма кузова, 3,2 объем двигателя, полный привод. Довольный клиент своим ходом уехал от нас в Питер. Друзья, спасибо, что не забываете нажимать что-нибудь под видео, писать комментарии и делиться нашими видео с друзьями. Особая благодарность тем, кто помогает нашему каналу материально. Мы это очень ценим. А мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!